Мы занимаемся кастомизацией автомобилей. Работа с персональными автомобилями премиум-сегмента, как вы видите здесь в гараже. Основной наш сервис — это оклейка автомобилей. То есть это такая оклейка защитной пленкой, оклейка цветом, смена цвета и кастомные проекты. То есть это какие-то интересные дизайны. Мы находимся сейчас в первом шапе. Это больше как шоурум. Здесь мы работаем с хай-энд автомобилями. И на следующей улице у нас есть такое же помещение, 3000 square feet, где мы занимаемся коммерческой оклейкой. То есть оклейкой транспорта для бизнеса. Это легковые, вены, трейлеры. Всем привет! Новый день, новое интервью и новая история успеха. Сегодня мы в гостях у Виталия Маркова, и он поделится с нами о своем иммиграционном пути, о том, как он открыл успешный бизнес в Майами и о благотворительном фонде для детей. Виталь, привет. Привет. Рада тебя видеть. Да, я рад вас видеть в гостях. Потрясающее место. Сразу видно, что ты сюда вложил много души. И денег. Виталь, какие личные ценности для тебя самые важные и что вдохновляет тебя на твой успех, на твою работу? Ты знаешь, для меня как раз-таки фундаментальные вещи очень важны. И если мы говорим про ценности, то порядочность, честность, открытость. И всю команду, которую сейчас я подбираю, она как раз-таки строится все на этих ценностях. И ты знаешь, если говорить про семью, то своему сыну старшему, которому 7 лет, я говорю, неважно, кем ты хочешь стать, как себя вести, главное, чтобы ты был добрым и честным. То есть, я вижу, что он старается, старается. Это очень положительное качество. Сколько лет назад ты приехал в Америку? В Америку я приехал почти 8 лет назад. Это был апрель 2016 года. Расскажи, сразу у тебя в голову пришло о том, каким ты бизнесом будешь заниматься? Либо все-таки это был какой-то долгий путь вдохновения? С чего вообще начиналась твоя история? Ты знаешь, я думаю, что передо мной был вообще чистый лист. Когда мы летели в США, и мы понимали, что придется, наверное, как-то адаптироваться. И ты знаешь, я учил английский язык, я как-то пропустил в школе, пропустил в университете. Никогда не думал о том, что я буду куда-то уезжать, что мне придется это делать. И такой, знаешь, сажусь в самолет, и меня о чем-то спрашивают, и я такой слушаю их, и такой понимаю, что тяжело. Я такой поворачиваюсь на Дашу, а Даша у меня референт-переводчик. Я такой, что он спрашивает? Она говорит, я тоже не поняла. Я такой, это вообще тяжело. Поэтому чистый лист. На самом деле, когда мы прилетели, искал работу, как многие здесь, которые просто не знают, чем заниматься. Они не смотрят на то, чем они занимались, не пытаются, знаешь, как по теории низковисящих яблок, то есть, брать какую-то свою экспертизу, которую они уже наработали в течение жизни, а пытаются откинуть все старое и начать все снова с чистого листа. И, возможно, у меня тоже, наверное, присутствовала такая мысль. Работал в многих разных местах и все-таки пришел к тому, что нужно делать то, что ты умеешь, где уже потратил как минимум 20 тысяч часов, где есть какая-то экспертиза, то есть ее просто дальше продавливать. Тем более в моем случае это было, очевидно, потому что если мы говорим про транспорт и оклейку, это, набирает популярность, растущий рынок, и поэтому все-таки пришел к тому, что нужно продолжать этим заниматься. Все-таки давай. Вы часто задаете вопросы, как добиться такого качественного контента, как у вас. Продакшн-студия номер 1 – это команда профессионалов создания уникального киноконтента. Забронируйте видеографа на вашу съемку, для вашего интервью или подкаста. Вы получите свет, который заставит искриться глаза, идеальный звук и изображение, от которого невозможно оторваться. Но подождите, это еще не все.
Мы вносим в мир контента новое измерение, организуя многокамерные прямые эфиры ваших интервью и семинаров. Не упускайте шанс вывести ваш контент на новый уровень. Пройдите по ссылке в описании, сохраните номер и бронируйте вашу съемку в любом городе Америки. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы в комментариях. И мы вам ответим. Все-таки давай откатимся немного назад. Ты приехал в Соединенные Штаты. Где ты зарабатывал деньги? Первая моя работа была это вытяжки кухонные. Я там проработал ровно 3 или 4 дня. Вот. И ты знаешь, как бы я столкнулся с тем, как разговаривал, ну, то есть владелец бизнеса. И я такой дикости никогда не испытывал. Это был американец? Нет, это был наш такой, знаешь, советский дядька, вот, который отчасти, наверное, не очень честно вел бизнес, потому что он переклеивал там лейблы, на этих вытяжках, якобы они там типа немецкие, приходили там из Китая, вот, и моя задача была там в перчатках там это все переклеить, вот, но у меня не сильно получалось, так как я переживал, волновался, что-то для меня новое, вот, а он вообще за выражением не лез в карман, то есть, как бы он мог выражаться так, что я такой смотрел, такой, но в то же время я боялся что-то сказать, потому что я такой думаю, мне нужна работа, мне нужны деньги, и как-то, короче, я был в таком шоке, но на какой-то день я такой, типа, вау, там, как бы, так нельзя разговаривать. Он такой, кто сказал, что так нельзя разговаривать? Вот, в общем, продержался там 3 или 4 дня. Следующая моя работа была сразу же, как только я оттуда вышел, я позвонил знакомому, он говорит, да, у меня есть вот возможность поехать там на мувинг, long distance. И все, я поехал на мувинг и работал там 4 месяца, по-моему, 3 или 4 месяца. Вот, ездил по разным штатам. Такая нелегкая работа, но, честно, это время прошло очень легко, потому что была очень сильная мотивация, то есть зарабатывать деньги, как-то выживать, и поэтому, на самом деле, все эти тяжелая работа, она не была тяжелой. Вот, и работали мы по 14, по 16 часов в сутки, и, как бы, в общем, такое. Я тебя поняла. Мы сейчас, да, можем говорить о том, что ты приехал сюда далеко не с мешком денег. Вообще нет. Приехали, у нас было небольшое количество денег. На самом деле, когда мы уезжали из Беларуси, у меня там остались долги, не мои, а мне. То есть люди предпочли просто, как бы отморозиться и не возвращать мне долг, как бы и для них было там какие-то, небольшие деньги в приоритете, нежели, общение, то есть, как бы дружба там и так далее. Вот. И также и сотрудничество. То есть, были компании, где вот, я наделал много ошибок, но, честно сказать, эти ошибки, они, наверное, помогают мне, как бы двигаться дальше. И хорошо, что, наверное, эти ошибки были совершены тогда с небольшими суммами, потому что они меня научили многому. И не одалживать деньги, там, брать деньги вперед, то есть, как бы, много моментов. И я понимаю, что касается бизнеса, того, который я вел в Беларуси, там, остались компании, которые не оплатили, ребята, которые просто одалживали деньги, не отдали. То есть некоторые компании просто кинули вообще. То есть... Это тебя научило лучше разбираться в людях? Да, ты знаешь, и научило тому, что твое окружение — это, как бы, это ты и есть. То есть поэтому, если ты будешь себя окружать людьми, которые, там, я не знаю, темщики там или еще что-то, то есть которые пытаются как-то, наверное, не... ребята, которые ты чувствуешь, что что-то не так, то есть, как бы, но все равно продолжаешь с ними работать, то есть это ни к чему хорошему не приведет. И поэтому вот разбираться в людях это точно научило. И сейчас, когда я, когда приехал в Америку, я для себя точно решил, что я когда буду чувствовать, что человек, как бы, вот не подходит мне, то есть он где-то там, я чувствую, что он нечестный или там, не знаю, там где-то какая-то скользкая, какая-то там, не знаю, я не буду с ним общаться, и все. И ты знаешь, и вот так и получилось, что я
такие люди просто не уживаются в моем окружении, то есть, ну, как бы, а, и ты знаешь, и сейчас я очень рад своему окружению, людям, с которыми мы дружим, с которыми мы общаемся, потому что, ну, как бы я не чувствую, что вокруг нас, ну, нашей семьи, есть люди, которые, ну, как-то могут нам навредить. В общем, а тогда я не разбирался в этом и, конечно, наделал много ошибок. И, ну, это Это классный круто, урок. это жизненный опыт, и то, что тебе настолько удалось развить свою интуицию, это очень круто. И это, наверное, то, что тебе сейчас помогает очень хорошо расти. И твоему бизнесу тоже. Думаю, да. Сколько лет тебе понадобилось, чтобы стартануть успешный бизнес здесь, в США? Когда я сюда приехал, я пришел, ну, спустя какое-то время я пришел в компанию, которая называется Customer App Design, работать. Эта компания была основана моим бывшим партнером примерно, ну, сейчас точно не скажу, но примерно там 8 или 9 лет назад. Вот, я пришел к нему работать, я поработал какое-то время и, ну, как бы пошел своим путем. Вот, и через какое-то время он предложил мне поучаствовать в этой компании, ну, то есть потому что видел, наверное, то, что я становлюсь, наверное, его отчасти каким-то конкурентом, ну или просто даже то, что у нас складывались хорошие взаимоотношения с ним, вот, и мы находили общий язык, вот, и предложил мне партнерство. И на тот момент мне было либо продолжать, ну, типа там, знаешь, from the scratch, ну, типа с самого начала делать свой бизнес или присоединиться к тому, что уже существовало на тот момент. Она не была такой большой компанией, которую мы вырастили с ним вместе, но на тот момент я видел преимущество того, что как мы можем вырасти, ну, вдвоем. Вот, поэтому это было где-то лет, наверное, 5 назад, в 2018 году. Мы начали работать вместе, и наша была цель вырастить компанию во что-то большее, ну, то есть и, возможно, продать. Почему такая была цель? Потому что ему не особо нравилось заниматься этим бизнесом. Возможно, на протяжении всех лет, в течение которых он занимался этим, он уже устал от этого. Ну, то есть и не приносило ему должного удовольствия. В свою очередь, мне это, наоборот, нравилось. Мгм. И в какой-то момент вот мы такие начали растить эту компанию, то есть мы начали расширяться, у нас объем начал расти, то есть, ну, как бы, и мы на тот момент, наверное, не умели и не знали, как правильно делать партнерство. Ну, то есть мы не разграничили, не распределили четко свои обязанности в компании. И в какой-то момент роста, ну, то есть начали упираться в какие-то вопросы. То есть и пришли к тому, что там, ну, типа, давай, может быть, ее продадим. А я понимаю, что потенциал не полностью, ну, как бы выжат из этой компании, ну, не то чтобы не полностью, а там можно расти и расти. Ну, то есть я вижу, что потенциала очень много, и мне продолжает нравиться этим заниматься, я хочу развивать это все. Ну, то есть и мы вот уперлись в этот потолок, и полтора года назад мы пришли к тому, что нам нужно расходиться, разошлись, я выкупил его долю, и сейчас единственный собственник в этой компании. Ты знаешь, одна ответственность. Ну, то есть я понимаю, что как бы у меня такой цели, наверное, как изначально была с ним, продать эту компанию, ее нету. Ну, то есть потому что я понимаю, что я хочу дальше расти и развиваться. Ты Вот. всегда был достигатором. Да, ты знаешь, и недавно, совсем недавно, мне, так скажем, в какой-то момент я уже упирался в какой-то для себя потолок, потолок знаний, потолок развития, ну, то есть вот именно бизнес, ну, как бы развития. И в какой-то момент мне, ну, как бы подсветили то, что как бы эта компания может быть, ну, целой корпорацией. И как к этому прийти? Я начал больше обучаться, начал больше читать литературы, начал общаться, ну, как бы была очень сильная потребность в общении, окружении, то есть, ну, как бы людей, которые проходили этот уже путь.
и проходят. И ты знаешь, и мне подсветили, что это можно, как может быть. И все, и ты знаешь, я поверил в это во все. Я поверил, что компания может достичь очень больших высот. И мы пошли по этому пути вместе с командой, которую сейчас формируем, практически уже сформировали для одной локации. И в дальнейшем, я думаю, что с этой командой мы покорим все вершины. Давай немного расскажем Да. слушателям вообще структуру твоей деятельности. Чем конкретно занимается твоя компания? Мы занимаемся кастомизацией автомобилей. У нас есть два направления, это B2C и B2B. B2C — это работа с персональными автомобилями премиум-сегмента, как вы видите здесь в гараже. Что мы делаем? Основной наш сервис — это оклейка автомобилей. У нас есть три направления, то есть это оклейка защитной пленкой, оклейка цветом, смена цвета, и кастомные проекты. То есть это какие-то интересные дизайны. Параллельно также есть тонировка, там некоторые такие мелкие доработки, там колеса, blackout. И есть B2B сегмент, это коммерческая оклейка. Это мы находимся сейчас в первом шапе, это больше как шоурум. Здесь мы работаем с high-end автомобилями. И на следующей улице у нас есть такое же помещение, 3000 square feet, где мы занимаемся коммерческой оклейкой. То есть оклейкой транспорта для бизнеса. Это легковые, вены, трейлеры, бокс-траки. Да. И в дальнейшем сейчас мы расширяем линейку своих услуг. Это колеса, бодикиты. И в скором времени, я думаю, что еще будем предоставлять услуги по пошиву салонов, то есть каких-то там доработок тоже. Но основная наша деятельность — это в чем мы имеем огромную экспертизу и конкурентное преимущество — это в оклейке, именно в оклейке. Друзья, обязательно смотрите наш выпуск до конца, и вы услышите историю о том, как абсолютно с нуля преобразовать бизнес в Америке до успешного уровня. И обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. А чтобы ознакомиться с бизнесом Виталия, обязательно переходите на его канал. Я думаю, что вы очень много подчеркнете для себя интересной информации. Что конкретно тебя вдохновляет развивать вот этот бизнес до таких масштабов? Коммерческое предложение. В общем, я думаю, что это основным показателем станет для того, чтобы продавать свою франшизу. Мне очень сильно нравится, кем позволяет этот бизнес мне быть. Скажу проще. То есть, ты знаешь, я недавно был на одной программе в октябре у Руслана Гафарова, Innovation Hub называется, в Кремниевой долине. И там, это буткэмп для бизнесменов. И приезжают со всех уголков мира. И некоторые люди, когда они там представляются, они называют там свои бизнеса, и там кто-то там говорит, чем он занимается. И от некоторых ты слышишь, что он даже отчасти немножко некомфортно себя чувствует, когда говорит про свой бизнес, потому что он не особо такой презентабельный или красивый. Они делают классные вещи, у них большой очень бизнес, они делают огромные обороты, у них большие команды, но все равно чувствуется, что энергетика такая не очень сильная, когда он говорит про это. Что я чувствую, то, что мне этот бизнес подходит, и про тачки всегда интересно рассказывать, говорить. Ты всегда в компании найдешь заинтересованных людей, которые будут с тобой также заинтересованно разговаривать, потому что у каждого есть автомобиль. И у каждого, наверное, есть какая-то своя все равно, свой какой-то любимый автомобиль. Каждый спрашивает, какой тебе автомобиль нравится, на каких ты уже ездил, что ты думаешь по поводу этих автомобилей. Так вот, этот бизнес позволяет мне быть тем, кто я есть сейчас на данный момент, и мне это нравится. То есть, и когда мы будем, я думаю, что продавать франшизу, как раз-таки хочется преподнести, что этот бизнес может вам дать. И какую энергию он будет давать. Мы говорим про масштабы, вообще про эту деятельность. Это сложно. Сложно, как
других бизнесах. То есть можно всегда во что-то упираться, там есть какие-то, не знаю, там косяки, сложности, но сам этот бизнес, эти автомобили и вообще о том, как ты, ну, находишься в обществе и там среди там друзей, знакомых, там, это позволяет тебе быть вот, не знаю, вот кем я сейчас являюсь, и мне это нравится. Получаешь ли ты заряд энергии, когда твой клиент получает свой долгожданный заказ? 100%. Это одно из, наверное, действительно таких сильных эмоций, которые заряжают, потому что приходит человек, ну, по сути, как бы человек приходит с какой-то болью, что, ну, там, разонравился цвет автомобиля или что-то еще, ну, там, не знаю, там он думает какие-то там сделать доработки или он недостаточно красив, по его мнению. И вот задача, конечно, добраться все-таки до той истины, что же все-таки, какая есть боль, и закрыть ее. И когда мы закрываем ее, ты знаешь, ну, как бы и человек получает то, что он действительно хочет, и получает удовольствие от этого автомобиля, а потом тебе еще дает фидбэк через какое-то время, что там, типа, блин, ты не представляешь, как круто там, сколько я получаю комплиментов, там, типа, мне так нравится это, то есть, ну, как бы, ты понимаешь, что ты действительно дал человеку, ну, то есть, знаешь, там, улучшаешь его качество жизни за счет того, что произвел какие-то изменения в своей жизни, знаешь, там, как многие там идут к стилисту, там, Да, и конечно. там одежду меняют как-то, и это ну, меняет их жизнь. Также и здесь и автомобиль — это продолжение твоего персоналити, где ты что-то видоизменяешь и показываешь ее вот такую вот, какая она есть, и людям это нравится. Я это ощущаю на себе. Я давно уже к своим автомобилям отношусь так, что вот, ну, как бы мой автомобиль должен быть продолжением меня, вот, ну, отражением моего какого-то, не знаю, там, вот внутреннего состояния, наверное, или вот там внешнего. И все, наверное, автомобили, которые у меня были и есть, они мне приносят огромное удовольствие, ну, особенно с эстетической точки зрения, ну, то есть там, ну, именно экстерьер. Правильно один мой клиент сказал, говорит, ты знаешь, вот у него много машин, он такой говорит, ты знаешь, я вот выбираю машину сейчас там, и вот салон, говорит, ну, конечно, классно там и там, говорит, но, говорит, самое важное, говорит, когда ты идешь к машине, и вот, ну, как бы у тебя есть внутреннее ощущение, хочешь ты сесть в эту машину, ну, типа, и вот ей управлять или нет. Говорит, это намного важнее, чем садишься, то есть, ну, как бы, и уже вот поехал дальше, то есть, ну, как бы у тебя тут есть карбон, или там красный, там, или коричневый цвет. Внешний вид очень сильно играет. Вот, поэтому, да, огромную энергию получаю от того, как получают мои клиенты эмоции от их автомобиля. Видишь, ты на самом деле делаешь огромные дела. Ты не просто обклеиваешь авто, ты даришь людям радость, эмоции, наслаждение. И это очень круто на самом деле. Я готова поспорить, у тебя есть какой-то в твоей памяти момент, самый запоминающийся, возможно, яркий момент, связанный с твоей работой, который вот ты можешь прям навскидку сейчас раз и вспомнить. Вот какая-то такая эмоциональная вспышка, которая до сих пор в твоей памяти. Я об этом случае еще рассказывал вот недавно на Big Money Forum, где парень, ему 18 лет на тот момент было, ему родители подарили Audi R8, ну, как бы неплохо, да, как бы уже для 18-летнего Audi R8. Она была такого серебристого цвета, вот, и это было, наверное, лет, не знаю, 5 назад, наверное, или 4, вот, и мы готовили какой-то, мы хотели подготовить какой-то классный проект для такого, ну, так скажем, соревнования среди в-рап студий, вот, которая называется в-рап Lucky King, вот, и мы решили сделать какой-то мультяшный такой прикольный дизайн, где там использовать какие-то там биткоины, там доллары, разных там этих героев мультяшных. Вот. И он согласился на это. Честно, это был такой экспериментальный проект, то есть, ну, как бы никто не знал, как это выйдет и вообще, как это, ну, как будут люди реагировать на это, потому что, ну, как бы до этого мы еще не видели, ну, как бы таких похожих проектов, вот, но понимали, что что-то будет такое крутое. Вот. И я так скажу, что те люди, которые соглашаются на такие проекты, они, ну, внутренне уверенные люди в себе, потому что, ты знаешь, ну, как бы кататься на таком ярком автомобиле,
Ну, то есть не все готовы. Вот. И мы ему сделали, ну, он покатался на этой машине там какое-то время, там несколько месяцев, и потом привез к нам, и мы вот сделали этот дизайн. И вот спустя там, я не знаю, там, я не помню, полгода мы пригласили его сюда, он приехал. И вот мне понравилась его фраза, которую он сказал, говорит, знаешь что, вот я могу точно сказать, что я могу свою жизнь поделить на до и после. До врапа и после. Потому что до врапа, ну, то есть, да, он был такой молодой парень на вот R8, но при этом как бы он не чувствовал огромное внимание к своей персоне. И как только он сделал этот врап, куда бы он ни ехал, все думали, что он какой-то либо биткоин, там, не знаю, какой-то биткоинер, или как они их называют, либо какой-то там рэпер, либо какая-то там селебрити, там, в общем, у него стала куча девочек, которые все к нему проявляли там внимание, и, ну, видно, что его жизнь, ну, как бы поменялась в сторону, что, в общем, получал много внимания. И, в общем, и он говорит, блин, на самом деле, говорит, изменилось так, что, говорит, я это почувствовал, и я очень рад, что это сделал. В общем, и мне это запало так, что я такой думаю, блин, вот классно, что мы, ты знаешь, вот мы даже меняем жизни. Ну, то есть в лучшую сторону. Поэтому это очень круто. Твои дизайны, я бы сказала, это про индивидуальность. Потому что, проезжая в Майами, видя эти машины, можно с уверенностью сказать, что это делал ты. И когда ты узнаешь, да, это действительно делал он, даже в этом никаких сомнений нет. И вообще люди, наверное, ты знаешь, они ценят эту индивидуальность. Такие люди хотят выделяться, и ты помогаешь им это сделать. Это круто. Расскажи о каких-нибудь факапах, которые присутствовали на протяжении открытия твоего бизнеса. Факапы происходят постоянно. Можно сказать, даже практически каждый день. Ну, то есть, ну, они такие, знаешь, так скажем, бытовые. Это все, ну, как бы, мы уже, ну, не совсем маленькая компания, и у нас такой поток, то есть, ну, как бы, я бы сказал, знаешь, как фабрика, то есть, ну, как бы, у нас в работе там по 20 автомобилей в неделю, ну, то есть, и вот как раз-таки даже, я думаю, что при четко отстроенных процессах всех все равно не избежать человеческого фактора. Вот, поэтому у нас уже команда — это такой костяк, где ребята работают там год-два, ну, то есть там некоторые там больше, вот, но при этом все равно происходит что-то постоянно, вот. Так, чтобы вспомнить такой сильный факап, но, наверное, вот не вспомню, ну, то есть сильных прям таких не было, я скажу. Всегда что-то решается, ну, то есть бывает там как-то там что-то повреждают там или еще что-то, но с этим мы всегда справляемся, берем ответственность полную за это все, ну, как бы. Но из такого и смешного... Нечаянно вдруг перекрасил не тот цвет, который хотел клиент. И такое бывало. Бывало, знаешь, ну, как бы не прям в цвет, а бывало, вот, допустим, приезжает машина и не указали, допустим, что не просто прозрачная пленка, а должна была быть прозрачная матовая пленка. И в итоге, знаешь, там, я помню этот Rolls-Royce, когда привозят его, и что самое интересное, это был мой факап. Ну, где я такой взял заказ, мы обсудили это все, но почему-то, я не знаю, почему так, я такой, делаем прозрачно. И вот мы делаем прозрачно, этому человеку я доставляю эту машину, привожу этот Rolls-Royce, он говорит, я такой снял видео, такой отправляю, он говорит, Виталик, все классно, молодец, говорит, но пленка должна была быть матовая. И я такой, и я вспоминаю, ну сразу у меня перед глазами эта картинка, где мы обсуждаем детали, и я действительно вспоминаю, что матовая. И я такой думаю, а как я мог вообще просто, ну как бы, вот как у меня вот сложилось, что она должна была быть просто прозрачная. В общем, я такой, окей, говорю, завтра заберу и переделаем. Вот. Такое бывало, но не, обычно, ты знаешь, там какие-то моменты при там снятии какой-то детали, допустим, машина не новая, что-то отщелкивается, что-то ломается, допустим, но это все заказывается, то есть, ну, как бы ставится новое,
Вот. Но такое не часто происходит, но происходит. Ну, то есть я думаю, что любой там, типа, шап в автоиндустрии, он всегда сталкивается с этими проблемами, ну, то есть поэтому этого не избежать, это нормально, это уже такой обычный рабочий процесс. Из смешного факапа, это, знаете, когда оклеиваем машину, это в основном происходит с коммерческим транспортом, когда ты, допустим, вэн делаешь одним таким пластом пленки на всю бочину. Вот, когда делается персональная машина, то есть мы каждую деталь, допустим, там крыло, дверь клеится, ну, как бы отдельно. А в итоге лючок бензобака, он тоже клеится отдельно. А здесь, получается, ну, чтобы картинка совпадала, она клеится одним куском. И вот уже, не знаю, раза 3, наверное, или, может, даже больше, забывали вырезать лючок бензобака. Ну, то есть, ну, как бы ты так выкатал все, там, двери вырезал, ну, как бы, а там маленькое и не заметил. Вот, и люди такие уезжают, катаются несколько дней, а потом такие, ну, звонят такие, ребят, говорит, ну, все классно, говорит, а как мне заправиться? И ты такой понимаешь, говорит, а где вы сейчас? А я сейчас в Бакаратоне где-то. И ты такой, опа! Короче, и вот бывало такое, что приходилось выезжать там на место, чтобы вырезать, чтобы они могли заправиться. Ну, как бы это такое минутное дело, но на самом деле, ну, происходит. Бывало, возвращались, а кто-то уже не мог ждать, ну, как бы он там отковырял, вот, и приходилось переклеивать, вот, поэтому, ну, такие моменты. С QR-кодом было тоже, с информацией, ну, то есть, когда ты вроде подготовил дизайн, сбрасываешь на согласование, тебе говорят, все классно, вот, а там как бы просто copy-paste, ну, то есть взяли откуда-то с какого-то документа, а там просто там тест там, или еще что-то, ну, где-то не проверили. И все, и напечатали, наклеили, ну, то есть, а потом смотришь на этот огромный трак, а там что, ну, как бы там номер телефона не тот. И ты такой, в смысле не тот? Ну, то есть, вот. Интересно, сколько стоит от и до обклеить машину? В зависимости, наверное, от сервиса, если мы говорим про смену цвета, то где-то от 3000, давайте по американским ценам, от 2999. Так модно в Америке. Да, такой маркетинговый ход, да, до, ну, там, не знаю, там, и может быть до 15 тысяч долларов, в зависимости от проекта. Там могут быть и элементы там и хрома, и какого-то там рефлектив, ну, светоотражающего, то есть там может быть и уникальный дизайн. Ну, то есть, в общем, я думаю, что где-то до 15 тысяч. Если мы говорим про защитную пленку, то 4499, вот, и до там тоже там где-то 8, наверное, 9 тысяч, в зависимости от автомобиля. Я знаю, что в Америке сложно с материалом. Нет, ты знаешь, кстати, это в наших странах СНГ сложно с материалом, потому что все материалы практически, ну, не все, но основные, ну, как бы хорошие материалы, они американские. То есть, и если мы говорим про такие производители, там, 3M, Avery Dennison, если про защитную пленку XPEL, это все американские бренды. И поэтому в странах СНГ, ну, то есть там приходится людям ждать, там, не знаю, там, от недели там, до, там, не знаю, месяца, наверное. Вот. Что касается Америки, ну, здесь это очень все доступно, вот, поэтому сапплайеры работают очень хорошо. И, опять же, Америка славится тем, что доставка и все остальное, это, ну, прям здесь, Очень быстро. да, очень быстро. И все, ты можешь заказать овернайт что-то, ну, то есть тебе доставят на следующее утро. То есть поэтому там самолетом откуда-то там, вот, поэтому это очень круто. Здесь даже если есть какая-то срочная необходимость, ты всегда можешь материал найти очень быстро. Самый дорогой твой проект? Самый дорогой проект, ну, наверное, из последнего, вот все, что я припомню, наверное, это был Rolls-Royce Phantom Drophead. Это Rolls-Royce Convertible кабриолет. Кабриолет, который не, ну, как бы последний из кабриолетов, который на данный момент пока не производится. Я думаю, что в скором времени выпустят. Вот, Фантом. И что мы там делали? Мы делали очень много, так скажем, сервисов по нему. То есть мы поменяли полностью колеса, заказали кастомные. Мы сделали защитную пленку, отполировали. Этот автомобиль он 2016 года, и на нем были некоторые там
некоторые недочеты, которые, ну, пришлось восстанавливать, то есть и выполняли какие-то bodyworks, ну, эти работы по кузову, вот. Также потом делали частичную смену цвета, восстанавливали полностью салон, что там еще. Ну, короче, таких много сервисов. Ну и примерно шили коврики ему, то есть, ну, как бы такие оригинальные. Вот, и примерно такой проект, там, я не помню, наверное, в комплексе там в районе 20, наверное, 25 тысяч было. Вот полностью, чтобы вот привести машину вот в тот вид. Но машина получилась очень стильная. Благодаря разным бизнесовым программам я начал разбираться в себе, погружаться в себя, почему я как бы так или так делаю что-то, почему у меня что-то не получается, а что-то получается. Вот на программе мне как бы встретился парень, который занимается там соционикой. Это там, знаешь, они там раскладывают людей по психотипам. Так. Вот, и ты знаешь, как бы раньше не, ну там в определенных бизнесах есть в компании профайлеры, это вот как раз-таки вот люди, которые занимаются типированием, так скажем, сотрудников, и они понимают, какой из, ну как бы, какой сотрудник может заниматься тем или иной задачами, с кем он может сотрудничать, с кем нет. Это очень круто. Для больших корпораций я считаю, что это прям, ну, must have. Вот, я в себе не копался. Ну, то есть, и честно сказать, что вот упирался в какие-то моменты и всегда думал, что я все смогу. Ну, то есть, там, это смогу. И никогда не думал о том, что у меня действительно есть какие-то там сильные и слабые стороны. И сильные нужно просто развивать, а слабые как бы делегировать. Вот. И там вот, кстати, мне вот подсветили свои осознанные, неосознанные, сильные и слабые стороны, которые я действительно такой понимаю, что так и есть. Ну, то есть как бы так и действительно происходит. И когда я упираюсь во что-то там типа связанное там с цифрами, с какой-то там такой операционкой, именно такими там, не знаю, заполнением каких-то форм, там еще что-то, все, меня забирает всю энергию, короче, и я такой, там, ну, типа, не могу... Потух. Да, и не могу как бы с этим справиться. Вот. А где-то, что связано с творчеством, какой-то там с большой идеей, с пропихиванием какой-то там этой, вот я с продажами, там, с какие-то soft skills, ну, типа там для общения с клиентами там или там с партнерами, понимаю, что это наоборот, ну, как бы сильная сторона, которую нужно дальше качать и качать. Вот. И подсветил в себе, ну, короче, понимание пришло того, что я такой человек-продукт. То есть, ну, как бы я за сервис классный, я за качественный продукт, за там, ну, вот там все вот вокруг этого всего сделать круто, но сложно с финансовым мышлением. Ну, то есть именно вот разложить вот цифры по полочкам, чтобы типа вот ты понимал, что вот если ты вот здесь вот использовал там какой-то там материал, ты там столько-то скотча потратил, там это, ну, то есть знаешь, там, ну, вот, и честно, и вот я скажу так, что, конечно, и то мышление очень важно, но для масштаба, ну, то есть для того, чтобы компания приобрела какой-то вид, ну, то есть и ты смог заниматься мультиплицированием, вот как раз-таки финансовое мышление в этом преобладает. И когда мне посчастливилось встретить там, ну, как бы бизнесменов, которые вышли на другой уровень, у которых большие компании, у которых много локаций, и с ними, ну, как бы была возможность там пообщаться на тему масштабирования, вот как раз-таки они и подсветили, что вот цифры, ну, то есть математика и вот финансовый подход, ну, как бы он как раз-таки и ключ к тому, чтобы ты смог вырасти. Вот, и мы начали этим заниматься, я нанял финансового менеджера, который как раз-таки как бы имел опыт уже в масштабировании компании. И как только мы начали раскладывать цифры, ты знаешь, мне начало становиться спокойнее. Потому что до этого был немножко такой хаос. Ну, то есть я не понимал там, типа, так, почему мы здесь только продали, а здесь там не продали, почему, ну, как бы, куда деньги делись там. Ну, как бы вот так вот. То есть ты начал делегировать эти обязанности другому человеку? На самом деле, как я и сказал, что с недавнего времени мне посвятили о том, что может быть масштаб, и я начал заниматься структурой компании, структурой бизнеса. Я начал собирать команду. Мы, во-первых, построили структуру в компании. Ну, я начал понимать, что в компании должен присутствовать
и там human resources manager, что должен быть финансист, который должен заниматься правильным, ну, как бы, вот там, планированием, бюджетированием и так далее, что в компании должен быть отдел маркетинга, отдел продаж. И раньше, ну, то есть я такой об этом всем слышал, читал, понимал, как бы понимал, ну, то есть, но не строил систем. Сейчас, ну, то есть я понимаю, что, ну, понял, что без системы, к сожалению, ну, то есть ты будешь просто масштабировать хаос. И, ну, как бы и мне такие там все время говорили, давай, да уже открывай, там, давай ты там, ну, там, типа, у тебя что-то получается, а я с такой головой тут бегаю, тут, ну, типа, и за все хватаюсь. Мгм. Ну, и не понимаю, как это все привести в порядок. Вот. И вот с недавнего времени начали приводить в порядок, начали приводить процессы все, ну, как бы в такую структуру. И я скажу, что в скором времени это позволит как раз-таки начать масштабироваться. Ну, по-настоящему, так скажем. Для тебя это было про выход из зоны твоего комфорта? 100%. Это всегда про выход из зоны комфорта, потому что ну, все, что нужно изучать, что-то новое, это всегда тяжело дается, особенно когда ты чего-то не понимаешь. А потом, когда ты начинаешь внедрять это в компанию, и ты начинаешь нанимать сотрудника и не понимаешь, что он должен делать, ну, то есть, ну, как бы, как ты должен ими управлять, потому что у меня никогда не было опыта работы в компании где-то, потому что я всегда работал на себя. То есть вот я там учился в университете, ну, военном, отучился, пошел служить, год отслужил, уволился. И тут там ребята, а давай там создадим бизнес. Мы такие, да, давай. Короче, на коленке создали бизнес и начали что-то делать. Потом там появился там бизнес-молодость, где мы там, ну, там создали там лендос, там запустили какой-то там трафик. Короче, и вот эта операционка захватывает, то есть, ну, как бы, когда нужно выполнять, и не занимался развитием бизнеса. Ну, то есть, потому что постоянно нужно было работать. Вот. И когда вот нанимаешь людей, ты не понимаешь, как ими управлять, ну, то есть не понимаешь, что они должны выполнять, как должны ставиться задачи, как должно быть контроль выполнения их. Ну, то есть как бы это все про выход из зоны комфорта. Расскажи мне про свои ощущения, когда ты попал в коллектив вот этих бизнесменов. Я так думаю, что ранее ты не посещал такого рода Да. мероприятия, и тут вдруг тебе захотелось там быть. Вот первое твое ощущение, когда тебя окружали такие люди. Я даже не знаю, почему я не посещал. Наверное, просто не было времени, и почему-то я, наверное, скептически просто относился, такой, ну, типа, ну, там, как я смогу выйти на новый уровень, когда я вроде бы сам знаю и так, что делать, ну, то есть только просто не получается. Вот. И тут, как бы, когда ты оказываешься вот в таком, так скажем, рядом с людьми, которые, по сути, такие же, как и ты, то есть они такой же человек перед тобой, ну, то есть там со своими там сильными, слабыми сторонами, ну, то есть он не какой-то там супер человек, но у него присутствует знание, присутствует опыт, и, по сути, ты слушаешь его историю, и ты понимаешь, что он проходил, собственно, все то же самое, ну, то есть и вот у тебя просто есть преимущество, ну, то есть послушая, там, я не знаю, и вот впитывая эту информацию, сделать меньше ошибок, вот, ты понимаешь, что, в принципе, все такие же люди, и тебе просто что нужно? Нужно набраться сил, терпения, ну, то есть смелости. И вот, наверное, смелости — это вот вообще в первую очередь, потому что, ну, типа, бизнес, ну, как бы это про смелость, про то, чтобы решиться на то, что ты берешь ответственность за других людей, которых набираешь в команду, за то, что ты тянешь этот весь проект. Ну, короче, за все берешь ответственность. И, в принципе, я увидел, что, блин, они все такие же люди, и если у них получилось, то у меня тоже получится. Вот. Это придало мне уверенности какой-то и понимания хотя бы, что я такой, ты можешь всегда пробовать, ну, какие-то там, не знаю, там, обсудить свои гипотезы. А правильно я двигаюсь в правильном направлении. И вот я вижу так, а тебе говорят, слушай, а почему не так? И я такой, действительно, прикольно, классно, я так даже не думал об этом. Ну и плюс советуют классную литературу. И ты знаешь, вот многие говорят о том, что тайминг. Ну, тайминг — это вот, ну, типа правильное время для того, чтобы та или иная литература, ну, как бы, либо информация тебе была полезна. Потому что, знаешь, вот ты смотришь там, типа, миллиардеров там, их эти интервью,
и он тебе говорит там такой, знаешь, там, деньги не важно. Ну, там, типа, там, еще что-то. Дышите маткой. Там, да. А ты такой сидишь, такой думаешь, блин, слушай, мне там заправить машину, ну, как бы, нечем. Как бы, и как бы завтра вообще вылезти там из этой там ямы. Ну, то есть, и то же самое там с литературой. То есть, ну, как бы, там, знаешь, вот ты смотришь интервью там какого-то там миллиардера, и у него спрашивают там 3 книги, которые там, ну, типа, там, меняют вашу жизнь. Естественно, он с призмы того уже уровня, ну, там, называет книги, которые, ну, меняют его мышление. То есть, ну, как бы, потому что у него оно уже изменено настолько по сравнению, там, допустим, с человеком, который там еще даже не начал свое личное дело, он там работает еще на кого-то. Ну, то есть, как бы, ну, как бы колоссальная большая пропасть между ними. И вот он говорит про 3 книги, и человек читает эту книгу и такой думает, угу, классно, а как я ее могу применить вообще в свою жизнь? Инструментов не хватает. Вообще, совершенно, да. И здесь как раз-таки, когда ты попадаешь в бизнес-тусовку, и ты открыто говоришь, на каком ты этапе, то есть ты не пытаешься там себе, ну, навесить там орденов и сказать, да, у меня все настроено, там, у меня все хорошо, а сам там, ну, под машиной лежишь и там что-то крутишь там, знаешь, там, а говоришь как есть, то есть, ну, как бы, блин, у меня есть проблема с этим. У меня есть проблемы с этим, там, типа, я не знаю, вот я не могу вот из этого выйти, там, типа, мне приходится участвовать в этом, а потом я там то-то делаю. И если ты как бы открыто к этому подходишь, ну, то есть и говоришь, как оно есть, ну, то есть тебе действительно, ну, как бы готовы помочь, готовы подсказать, и когда вот они тебе дают какую-то литературу, в этот момент, то есть, ну, как бы, если ты все сказала как есть, ну, то есть она тебе может действительно помочь. И тебе не нужно смотреть, там, не знаю, ролики с какими-то успешными людьми, которые уже в космосе, ну, для тебя. Ну, то есть тебе нужно смотреть такие, ну, где-то вот чуть-чуть выше, там, ну, как бы, там, по уровню, наверное, заработка. И вот тогда вот, наверное, та литература будет как раз-таки в тайминге, ну, которая тебе может помочь. Выйти Твоя на новый любимая уровень. литература. Из последнего вообще вот то, что я прочитал, и мне какой-то вот, ну, дала осознанность, это вот классная книга, не помню автора, называется «Теория касты ролей», которую я прочитал и понял, что я интуитивно все делаю правильно, но сейчас вот пришла осознанность того, что, ну, как бы, почему я так делаю, ну, и к чему я иду. Прочитав, ну, то есть я такой сначала такой думаю, ну, вроде понял, а на самом деле осознание приходит, опять же, со временем. То есть, ну, как бы, через какое-то время я такой, там, знаешь, могу там, я вот помню просто этот случай, когда там это было, там, не знаю, недели там 3 назад. Представляешь, а книгу я эту читал там, не знаю, полгода назад, грубо говоря, там, да. И я такой помню утром, я такой, Даша, ну, жене своей такой говорю, слушай, такая, до меня дошло. Ну, то есть, как бы, и я такой, ну, и понимаю, что действительно вот спустя какое-то время, там, через там какие-то там еще там свои там практики, ну, там, работы с командой, там, и так далее, до меня доходят какие-то вещи, которые, ну, как бы, ну, не дошли вот в тот момент прочтения этой книги. Ну, то есть, я такой, круто. Ну, то есть, и общаясь с предпринимателями, то есть, опять же, тоже там, знаешь, ты смотришь, вроде тебе говорят очевидные вещи, и ты такой, да. Ну, то есть, а потом, если ты не начинаешь применять, ты не понимаешь, как это работает. И вот, ну, как бы, и спустя время такой, ну, до тебя доходит. И я, ну, но самое классное в этом во всем, что это такой путь. Путь, который, знаешь, как игра. То есть, ну, как бы ты такой идешь, ну, как бы по этому пути, тебе что-то такое, знаешь, там приходит, и такой круто, классно такой, и понимаешь, сколько еще всего впереди, то есть вот этого вот, ну, осознания чего-то большего там, ну, то есть как бы на тебя будет доходить и доходить. То есть, ну, Вообще же жизнь игра, но играть ее можно абсолютно по-разному. да, но Мы ты сами сам, выбираем, вот именно, ты в сам какую игру решаешь, играть. да, ты сам решаешь, как к ней относиться, то есть, ну, как бы относиться к ситуациям, ну, то есть там, не знаю, там, у тебя что-то может сломаться, и ты в этот момент сам принимаешь решение, как к этому относиться. Расстроиться, обрадоваться, либо спокойно относиться, ну, то есть, ну, и так далее. Жена поддерживает. Вот недавно я жене такой говорю, блин, ты знаешь, вот я смотрю на тебя, смотрю вот как другие люди там реагируют, там, ну и вообще нам там говорят какие-то там, ну, вещи, комплименты, то есть, ну, как бы по поводу
там нашей семьи и моей жены. Я такой думаю, я говорю, Даш, ты знаешь, вот как-то, ну, это может звучать, конечно, не очень прикольно. Ну, короче, я такой говорю, я думал, что я у тебя классный. Ну, то есть, знаешь, я такой там, вот, я там занимаюсь этим, там интервью даю, там еще что-то, знаешь, там такой. И думал, что я у тебя классный. А на самом деле, ну, то есть, ну, ты у меня классная. Ну, то есть, она у меня действительно настолько классная, что она как раз-таки позволяет мне быть тем, ну, кто я сейчас есть. То есть я ей, ну, настолько благодарен тому, что она вот поддерживает меня и поддерживала с самого первого дня, можно сказать. И она как раз-таки вот тот, ну, как Евгений Черняк говорил, что там типа за каждым сильным мужчиной стоит, ну, как бы сильная женщина, и это 100%, это, как бы, знаешь, я раньше думал, что моя жена такая, ну, то есть она такая, ну, она не показывает свою силу, ну, то есть там она очень скромная, она такая, ну, то есть, ну, как бы такая не очень, как сказать, болтливая, ну, то есть, как бы, но вот как раз-таки она мудрая, ну, то есть она, вот ее сила внутри, это, не знаю, выдерживать меня. Ну, то есть, и вот я ей настолько благодарен за ее терпение, ну, то есть, потому что она на протяжении, там, вот всего этого времени, она там терпит, что у меня там перепады настроения, к примеру, потому что были и хорошие дни, там, и плохие дни, там, ну, там, по бизнесу или еще что-то. И вот эти вот качели, ну, то есть это ж, ну, как бы не каждый выдержит вообще. Ну, то есть и у людей случается, ну, как бы, там, люди, там, не знаю, не находят общий язык, и она вот... В общем, ты такой огонь, а она тебя тушит. Да. И 100%. И вот я же говорю, ей очень благодарен. Но Ну, помогает в бизнесе тебе. ты знаешь, да, она помогала мне в бизнесе всегда. И, ну, то есть, где мне не хватало внимания, там, времени. Вот, стараюсь сейчас от нее все забирать, потому что на самом деле ее, ну, как бы мы считаем даже, ну, то есть, что ее основная роль — это быть женой и мамой. Ну, то есть это тоже есть очень большая роль, которую, ну, как бы, которая не всем, ну, то есть подходит. Но вот в нашей семье, ну, то есть это вот как бы ее роль. И стараюсь вот сейчас вот забирать от нее, ну, как бы все те бизнес-моменты, которые она помогала мне, ну, то есть, ну, потому что у нее не было выбора, потому что, ну, никто другой этим не занимался, вот. Потому что сейчас строим команду, которая должна, ну, то есть все процессы в бизнесе должны завязаны быть на сотрудниках, на, ну, как бы, и, ну, то есть мы не должны, как бы, там, не знаю, там, это не какой-то семейный такой, знаешь, маленький бизнес, где вот там жена, там, мама, папа, там еще кто-то. Нет, мы здесь, у каждого своя роль, структура, где каждый занимается своим делом, где все описано, кто этим должен заниматься, как этим должны заниматься. Вот, поэтому стараюсь от нее все забрать. С недавнего времени, неделю назад, я все-таки решился на личного ассистента и офис-менеджера. Долго не мог пришиться, то есть, ну, как бы всегда думал, что это, ну, как бы какое-то, наверное, не нужно или еще что-то, но понимаю, что опять же, для масштаба это необходимо. Это человек, который забирает ну, как бы на себя все твои личные моменты, забирает на себя все какие-то моменты, которые забирают у тебя время. Ну, и это время ты можешь позволить, ну, пустить на более важные вещи. Я знаю, что ты ездишь на конференции, мероприятия про искусственный интеллект. Да. Что ты думаешь по поводу того, что искусственный интеллект скоро заменит труд людей? Так как ты хочешь развивать свою команду, ты сейчас говоришь про численность команды. Заменит ли искусственный интеллект и в твоем бизнесе руки людей? Ну, я думаю, что если мы говорим про бэк-офис, то, наверное, да. Ну, не то чтобы заменит. Я думаю, что, да, если мы говорим про бэк-офис, то все-таки можно где-то будет обходиться
без какой-то специальности, должности. То есть, ну, как бы и искусственный интеллект может заменить. Если мы говорим про фронт, ну, то есть это где мы оклеиваем автомобили, то, ну, как бы это точно нет. Это у нас ручной труд, у нас, к сожалению, ну, как бы, ну, не знаю, или к счастью, наверное, это никто не сделает вместо нас. Я думаю, что какая-то автоматизация еще не скоро придет в наш бизнес. Что касается копирайтинга, что касается креативов, что касается там стратегии маркетинга, там, я не знаю, там и все остальное, это уже потихонечку внедряется, и мы тоже внедряем. На данный момент мы работаем над тем, чтобы создать аватара, который будет участвовать в креативах, где уменьшит время вовлеченности, где можно будет на разных языках об этом говорить, так как мы находимся в Майами. Это можно будет там на испанском, на английском. Если мы говорим про дальнейшее масштабирование, то есть, ну, как бы мы можем выходить за рамки там Соединенных Штатов, то есть, ну, как бы это может позволять делать креативы, ну, в любой точке мира. Также, если вы видели, недавно сделали релиз OpenAI Sora. Это создание видео-контента, и это вообще что-то невероятное. Я думаю, что это действительно будет менять индустрию и менять наши жизни, потому что, собственно, данное приложение уже по промптам создает такие видео, которые невозможно отличить от, ну, как бы от реальной картинки, и причем там можно создавать все, что угодно. Когда я увидел, ну, сейчас еще нету в демо-версии даже, но я думаю, что скоро это уже будет, и, то есть, ну, допустим, если ты забиваешь, ну, вот я смотрю, насколько применимо это в моем бизнесе, я думаю, что это возможно. Это применимо, и создавать креативы для рекламы, это, ну, вполне возможно без участия уже видеосъемки. Конкуренция для тебя, насколько она играет роль для твоего развития? Боишься ли ты конкуренции? И как много ее вообще здесь, в Майами? Ее очень много. Ты знаешь, раньше, наверное, переживал. Потому что, наверное, переживал за то, что, ну, наверное, это из-за того, что, наверное, сам был не уверен в том, что, ну, как бы я, там, не знаю, лучший, к примеру. А когда ты идешь по пути развития, ну, то есть и в первую очередь это личностного роста, ну, то есть тогда ты начинаешь успокаиваться и, наоборот, относиться к конкуренции, как к чему-то, какому-то вызову, который тебе дает еще больше энергии работать над собой, над своей компанией. Сейчас я понимаю, что, ну, как бы конкуренция — это моя точка роста. То есть я буду видеть конкурентов крутых, ну, то есть это будет меня заряжать на то, чтобы я еще становился лучше, еще там круче. Не боюсь на данный момент конкуренции, наоборот, как бы это классно. У меня соседний гараж — это мой прямой конкурент, с которым мы общаемся, но при этом мы являемся конкурентами, но при этом у нас есть даже совместные в хороших отношениях. проекты. Да, мы в хороших отношениях, мы общаемся, у нас есть совместные даже проекты. Где-то я в чем-то ему помогаю, когда у нас есть какие-то сложности, мы можем, ну, помогать друг другу, но при этом мы являемся конкурентами. То есть у нас есть ситуации, когда человек заходит к нам, заходит туда, и там, ну, то есть и в любом случае это как ни крути, но это конкурирование. Это очень хорошее вообще отношение к конкурентам. Есть такая интересная небольшая притча, когда земледел выращивал самую лучшую кукурузу, и у него были самые лучшие сорта кукурузы, а рядом с ним был его конкурент. И он, когда поспевал урожай, дарил своему конкуренту самые лучшие зерна кукурузы, которые у него были. Лишь только потому, что ветром приносило от конкурента урожай еще лучше. Ему же, да? Да. Вот такой подход. Но я думаю, что вот в нашем случае мы оба сильные, это нас двигает вперед. Ну, то есть никто из нас не может, ну, как бы оставаться на том же месте, потому что, ну, он чувствует, что рядом, ну, как бы становится лучше. И мы оба работаем в направлении, там, допустим, дилершипов. То есть мы работаем с самыми топовыми дилершипами в Майами. У нас топовые клиенты, мы оба в хай-энде, ну, то есть сегменте. И, ну, как бы тут уже просто, ну, дело relationship. То есть, ну, как бы люди сами принимают решение, с кем им, ну, работать, с кем им комфортнее, где лучший сервис. И поэтому
как бы, ну, мне, по крайней мере, это позволяет улучшать свой сервис и не стоять на месте. Ты уже используешь искусственный интеллект в своей работе? Да, мы используем искусственный интеллект для написания там имейлов, текстов, ответов на какие-то там ревью. Также в скором времени мы начнем использовать для сбора статистики и анализа в отделе продаж. Вот, сейчас работаем над аватаром, который будет использоваться для креативов в рекламе. Вот. И, ну, пока все. Я так скажу, что еще, допустим, это, ну, допустим, ChatGPT является крутым бизнес-консультантом, потому что когда ты заносишь туда полностью информацию о своем бизнесе, заносишь туда исследования, которые ты провел, допустим, и потом ты пишешь промпты, исходя из своего бизнеса, он уже непосредственно тебя консультирует, учитывая все, ну, как бы, нюансы твоего бизнеса. И поэтому, ну, как бы, когда что касается какой-то там, допустим, стратегии, либо каких-то, ну, там, моментов, допустим, я всегда обращаюсь к ним. К примеру, там, я не знаю, там, вот, там, я что-то новое слышу, допустим, там, как сегодня такое, там, допустим, был на занятии по работе с возражениями, допустим, и там услышал какую-то там классную тему, которая, допустим, нам не хватает. И, допустим, чтобы подготовить даже там спич для своей команды, ты набираешь этот промпт и, ну, как бы пытаешься взглянуть как бы на эту тему более широко. Ну, то есть и оттуда уже там взять там себе необходимую информацию. Поэтому я считаю, что, ну, и сейчас мы находимся на этапе, знаешь, как какого-то, не знаю, там, начала интернета, знаешь, ну, то есть там, когда интернет только появлялся, и кто-то пытался там противиться этому всему и думал, что как бы это не изменит жизнь. Мгм. Вот, и сейчас мы вот находимся на этом этапе, и если люди будут игнорировать искусственный интеллект, они не будут к нему обращаться, они не будут с ним работать, они, к сожалению, ну, как бы будут, наверное, оставаться позади тех, кто все-таки его использует. Потому что сейчас, не знаю, любое написать письмо. Вчера у меня был случай, то есть там на парковке мой сын подскользнулся на там протечке масла от машины, соседней машины. То есть, ну, как бы, для того, я бы, ну, как бы, я мог написать сам письмо, придумывая там что-то, а так я такой, там, голосовым. Мой сын подскользнулся на парковке разлитым маслом до соседней машины. Напиши письмо ассоциации дома о том, чтобы они приняли меры, ну, пока не случился какой-то там серьезный случай, там, и никто не пострадал. Все, там письмо вот такое выкатилось, ну, типа, причем потом переведи на английский язык, переводит на английский язык, ну, то есть, как бы, и все, я вставил свое имя, отправил, заняло ровно 2 минуты. Ну, то есть, а если бы я сам сидел, еще только думал, как же это там составить, ну, то есть, но я думаю, что они также могут отвечать на эти имейлы. Ну, то есть, и в дальнейшем, я думаю, что искусственный интеллект будет общаться с искусственным интеллектом, не знаю, что будет в дальнейшем, но в любом случае, то есть если ты будешь, ну, как бы писать и тратить свое время, ну, как бы вот с такими моментами, то Да, в общем, мы должны шагать в ногу со временем. 100%. Но главное, чтобы это, ну, я так скажу, что, наверное, если мы говорим про продажи или еще что-то, то надо все равно учитывать, что люди хотят покупать у людей. Ну, то есть и общаться с человеком, потому что, ну, как бы они хотят почувствовать ту эмоцию, которую они, ну, как бы а, пытаются закрыть через эту боль. Конечно, мы все любим эмоции. И Да. живое общение — это необходимо для нас, мы все-таки живые люди 100%, в да. любом случае. Расскажи, пожалуйста, ты говорил мне, что совместно с ребятами вы открыли благотворительный фонд для детей. Так ли это? И вообще, как он функционирует? Как вы организовываете это все? С помощью кого вы собираете эти деньги? Все началось с того, что Вова Гагонин, он в прошлом году сделал такое первое charity, ну, ивент в честь своего дня рождения, на котором я не присутствовал, к сожалению. Вот. И там было очень много гостей. На этом мероприятии он собрал
ну, какое-то количество денег, которое пошло в фонд, который он выбрал. Если я не ошибаюсь, это было Voices of Children. Вот в Украине это дети, которые пострадали от, ну, Мгм. дети, которые пострадали от войны. Вот. И, ну, там эти деньги шли на психологическую помощь. Вот. В этом году мне уже посчастливилось поприсутствовать на этом же, ну, на таком же мероприятии в честь его дня рождения. И, ты знаешь, мне очень сильно откликнулось это. Вот. Особенно вот помощь детям. И я предложил свою какую, ну, помощь. Вот. На этом мероприятии я поучаствовал в аукционе, купил картину, а, там, ну, еще от компании мы пожертвовали деньги. Вот. И, ты знаешь, я ощутил, ну, такую, знаешь, внутреннюю... Короче, я переживал, что, допустим, даже моя жена, там, допустим, не одобрит, что я там покупаю там какую-то картину, то есть, ну, как бы, но моя жена меня поддержала, говорит, ну, ты знаешь, ты вот, ну, молодец, если, ну, ты чувствуешь, что тебе нужно было отдать, ну, типа, ты правильно все сделал. Мне очень, ну, типа, там, понравилось, что ты вот, ну, как бы смог там это сделать, потому что ты же, ну, в гонке в бизнесе ты всегда это про себя. Ну, то есть здесь, ну, как бы про, Мгм. там, про Отдача. отдачу, да. И мне откликнулось, и я Вове сказал о том, что, ты знаешь, мне очень понравилось твое мероприятие, и если я могу быть чем-то полезен, я бы с удовольствием как-то поучаствовал. Вот. На тот момент у него не было нон-профит организации официальной вот, в США, и для того, чтобы она была, нужно 3 ну, учредителя, где он сказал, что, ну, как бы, если ты хочешь поучаствовать, ты можешь поучаствовать вместе со мной и нашим партнером Рамилем, который тоже также ему откликнулось, и он тоже предложил свою какую-то помощь и участие. Вот, и я подумал над этим, ну, то есть, потому что здесь это не про бизнес, это, ну, вернее, даже это как бы про бизнес, потому что, ну, как бы организация, это, ну, ты должен ей заниматься, но не про профит. И я все-таки, вот я рад, что я все-таки решился для себя, что я хочу в этом поучаствовать, причем с, ну, очень классными людьми. То есть потому что, ну, люди с большим сердцем, ну, то есть и открыты к тому, чтобы, ну, делать добрые дела. Вот. И мы созвонились, где обсудили какие-то моменты, сошлись на том, что нам откликается там помощь детям, не откликается какая-то там, ну, все, что связано с помощью там какого-то там, не знаю, агрессии, там, ну, оружия Мгм. там и так далее, ну, армии, ну, там, Мгм. вот. И решили, что мы создадим нон-профит организацию, фонд, которую назвали Lions Heart Foundation. Вот, это нон-профит организация, миссия которой вдохновлять людей на то, чтобы их дни рождения превращать в благотворительные вечера. Вот. И на данный момент мы провели 3 вечера. Первый вечер был, это жена Рамиля, Альбина. Вот, ее день рождения мы сделали в виде благотворительного вечера. Вот. Ну и таким образом там, так скажем, тестировали, как это, ну, можно там собирать. Вот. Второй день рождения мы провели, это наша подруга. Вот, Наташа, она сама вызвалась и сказала, что мне очень понравилась, откликнулась эта идея, я тоже хочу поучаствовать. Вот, и мы тоже организовали. Большая заслуга это Вовы, потому что он очень такой быстрый парень, он организовывает, ну, то есть там Ваш мероприятия. вдохновитель. Да, у него организационный скилл очень сильный. Ну, то есть он быстро организовал там всех там, ну, вендоров там и так далее. Вот. И третье мероприятие, которое, наверное, подтвердило то, что наша гипотеза и вообще идея работает, это был день рождения Арамиля, на котором мы собрали в районе 25 тысяч долларов, и было больше 60 гостей. Была очень классная локация, был такой нетворк-вечер, люди поприлетали со всех уголков США, вот, и, ну, как бы, некоторым тоже еще откликнулось, которые тоже
изъявили желание это сделать, вот. С этих денег пошли, ну, через краундфандинг платформу, собирались эти деньги. Мы сделали, как, знаешь, как взнос, чтобы побывать на этом мероприятии. Ну, то есть ты делаешь взнос минимум там $200, вот. Но это того стоило, потому что была выбрана очень классная локация, был кейтеринг, было шоу, вот. Ну и Но в то классные же время люди. вы делали добрые дела. Да, и, ну, суть какая вообще? Ну, получается, что, к примеру, я понимаю, что организовывая свой день рождения, я уже стремлюсь не к тому, чтобы там, не знаю, там, этот день рождения там, получить, там, не знаю, там, огромное количество подарков. Ну, то есть, ну, как бы, мое желание — это пригласить друзей и людей, которые, ну, там, не знаю, мне близки, там, не знаю, и провести с ними время, пообщаться, отлично провести вечер. И, по сути, ну, то есть подарки уже не играют, ну, какой-то роли. То есть, ну, как бы, ну, мы уже люди, которые, ну, то есть, там, не знаю, ты сам знаешь, что ты хочешь, Скорее ты для сам... нас уже подарок — это внимание дорогих нам людей. Вот Да, так. и здесь, ну, как бы, вместо того, чтобы получить, ну, какой-то банальный, ну, или традиционный, так скажем, подарок, в этот момент ты можешь просто сделать денежный взнос, и таким образом, что ты можешь организовать мероприятие, на это мероприятие могут прийти еще люди, которых ты даже не знаешь, ну, то есть, ну, это, опять же, если ты этого хочешь, которые также внесут этот взнос, и таким образом ты сможешь еще и сделать доброе дело. И каждый присутствующий, то есть, ну, как бы, который сделал взнос, он тоже делает доброе дело. Так скажем, на последнем мероприятии мы поняли, что эта гипотеза работает, ну, то есть, и мы должны продолжать это делать. Понятно, что у нас мало времени, ну, то есть, там, но мы планируем дальше продолжать этим заниматься, вот, и поэтому, если будут еще желающие люди, которые таким образом захотят сделать свой день рождения в виде благотворительного вечера, мы только за, чтобы помочь им в организации. Знаешь, есть такая интересная поговорка: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Да, я думаю, что так и есть. Все-таки нужно действительно не только брать, отдавать. И вот как раз-таки вот на той программе, на которой я был, вот сейчас я еду снова туда на 2 недели, и там все, ну, как бы построено так, что, ну, плати вперед. Ты должен отдавать, чтобы что-то получить. И здесь также это, мне кажется, работает. Вот. Ну, и опять же, это должно быть исходить из, ну, как бы изнутри. Ну, то есть ты должен сам, ну, понимать о том, что хочется тебе давать или нет. Если хочется вкладывать в это, ну, то есть там не только деньги, но и время свое, то как бы, то класс, Ты человек-вспышка. 100%. Что ты делаешь в тот момент, когда ты понимаешь, что вдруг что-то идет не так? Вроде бы казалось все хорошо, но вот ты прям все не то. Как ты заряжаешься обратно на позитивный лад? Стараюсь, наверное, как-то пересмотреть что-то, не знаю, посмотреть под другим углом, поставить какие-то, возможно, новые цели. Ну, то есть, потому что если ты во что-то уперся, ты такой думаешь, так, там что-то не идет, ну, давай перевернем. Вот. И как только ты переворачиваешь и снова, ну, начинаешь там качать, то где-то все-таки начинает получаться. Ну, то есть и оно начинает как бы драйвить. Вот. Поэтому главное просто, не знаю, вот для меня я понимаю, что главное не останавливаться. То есть если ты во что-то уперся и понимаешь, что вот начинает пропадать энергия, пропадает запал, то нужно быстренько что-то с этим сделать, поменять как-то, не знаю, пододвинуть, переставить и снова дальше идти. Вот, потому что иначе будешь выгорать, и проект не будет идти. И я скажу, что вот что касается даже этого бизнеса, я понимаю, что если бы я бы еще, наверное, там, не знаю, застрял бы, так, ну, стагнировал несколько лет на уровне того, что, ну, как бы было, и никак не шел в развитие, то я думаю, что как бы пришел бы к тому вопросу, что ничего не меняется, ну, то есть надо, ну, как бы, не знаю, там, как многие люди приходят к тому, что, ну, продать или еще что-то сделать.
Вот, как-то. А из-за того, что ты ставишь новые цели, из-за того, что ты что-то меняешь, все, начинает дальше драйвить. Опять ты упираешься во что-то не получается, ты думаешь, блин, да что-то не то опять. Потом снова что-то почитал, с кем-то поговорил, тебе дали какую-то новую идею, ты такой, давай, пробую. Начинаешь пробовать, и все, и оно опять снова энергии появилась, и пошел дальше. Твое хобби. Иногда мы собираемся, вот буквально через дорогу у моего друга есть фотостудия, где стоят барабанная установка, ну, там, гитары, вот, и мы периодически собираемся, играем, поем. Это, прям, не знаю, мечта моего детства, наверное, где я хотел в какой-то рок-группе играть, там, типа, петь. Скажу тебе по секрету, вот, что, наверное, если я уже тебе скажу и скажу Всем, говори уже всем. ну, Мы все очень слушаем. на большую аудиторию, я все-таки должен буду это сделать, но моя идея заключается в том, что свой день рождения я тоже буду, естественно, организовывать в виде благотворительного вечера, и хотелось бы сделать, ну, как бы очень массовое мероприятие и организовать концерт. Круто. И Давай на этом концерте ты что-нибудь сыграешь. так концерт будет ровно мой, кстати. Вот оно. Как раз-таки, знаешь, вот именно концерт, где я все-таки подготовлю репертуар, где мы с ребятами все-таки его, ну, как бы оттестируем, поиграем немножко и сможем, не знаю, сделать полноценный концерт. Конечно, это не будет, как бы, мы не будем как профессиональные музыканты. Я надеюсь, что будет какое-то снисхождение по этому поводу. Но хотелось бы очень сделать, и ты знаешь, я вот прям вижу, что хотелось бы пригласить очень много людей, ну, то есть там всех друзей, знакомых, делать доброе дело на этом вечере. И вот все-таки исполнить свою какую-то вот мечту, выйти вот на сцену и короче, и исполнить. Дать жар. Да. Не обещаю, что буду разбивать гитару на сцене, но возможно. Вы часто задаете вопросы, как добиться такого качественного контента, как у вас. Продакшн-студия номер 1 – это команда профессионалов создания уникального киноконтента. Забронируйте видеографа на вашу съемку для вашего интервью или подкаста. Вы получите свет, который заставит искриться глаза, идеальный звук и изображение, от которого невозможно оторваться. Но подождите, это еще не все. Мы вносим в мир контента новое измерение, организуя многокамерные прямые эфиры ваших интервью и семинаров. Не упускайте шанс вывести ваш контент на новый уровень. Пройдите по ссылке в описании, сохраните номер и бронируйте вашу съемку в любом городе Америки. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы в комментариях. И мы вам ответим. Я знаю, что с недавнего времени ты был спикером на мероприятии. Да. Это был твой первый опыт? За последнее время у меня было 2 опыта. Первый — это было Ukrainian Business Forum, где в Чикаго я выступал на тему брендирования транспорта. И после этого был в Майами Big Money Forum, где я говорил про эстетику в бизнесе. Это выход из зоны комфорта. Это, опять же, еще один, ну, как бы, наверное, незакрытый гештальт, который присутствует. Знаешь, я вот смотрю на артистов, и что есть аудитория, там есть люди, и ты вот, ну, как бы там со сцены какой-то получаешь оттуда энергию, ну, как бы и отдаешь туда энергию. И вот, наверное, тоже хотелось бы вот что-то испытывать такое. Как ты справляешься со своими страхами? Блин, ты знаешь, вот как-то справляюсь. Вот. Тяжело. На самом деле это нужно практиковаться, но, как всегда, нет на это время. Ну, то есть ты занимаешься, ну, у тебя в жизни много вещей, то есть, ну, как бы, и я такой, знаешь, на уверенном. Я такой, а зачем тренироваться? Выйду и начну там как-то импровизировать. А выходишь, ну, видишь зал, все такие сидят, такие, давай, ну, мы в тебя верим.
И ты такой понимаешь, что сейчас у тебя огромная ответственность, потому что люди пришли тебя слушать, ну, то есть и ты должен дать ценность какую-то, и ты такой, ну, то есть, и как бы я всегда недоволен своими выступлениями, то есть, ну, как бы я всегда понимаю, что я мог быть лучше, и люди такие, да, нормально, все классно, и я такой, ну, окей, спасибо, конечно, но я уверен, что можно было и лучше. Вот. Это просто про то, опять же, выход из зоны комфорта. Это про то, что это опыт, который, я не знаю, который ты в дальнейшем вот можешь использовать для вот лидершипа. То есть я понимаю, что в любом случае в дальнейшем придется общаться со своей командой, которая будет расти. И я уверен, что там в скором времени у нас будет там все больше и больше, там и 30, и 50, и 100, ну, то есть, и с которыми нужно будет, ну, как бы Контактировать, конечно. контактировать, да, и ты должен быть для них тем самым, не знаю, там, ну, личным примером, ну, то есть, и вот как для детей своих, вот, и должен вдохновлять людей, ты должен мотивировать их, потому что вот раньше, знаешь, я не понимал, почему люди говорят о том, что там для сотрудников, там не для всех важны деньги. Ну, то есть я такой, да какое? Ну, типа, да всем важны деньги. Да понятно, важны деньги. Но для крутых специалистов, ну, то есть они везде могут найти себе работу. Ну, то есть и везде им будут платить. Но только в компании, где есть смысл, где есть идея, где есть миссия, ну, а она создается собственником бизнеса, Однозначно. то есть, ну, как бы только там эти специалисты будут задерживаться, и они будут, ну, как бы следовать этой идее и, ну, как бы заниматься также развитием этой компании. И вот сейчас, на данный момент, я могу с уверенностью сказать, что в моей компании есть люди, которые готовы со мной двигаться дальше, развиваться. И я вижу, что они уже, ну, то есть замотивированы, ну, то есть и мы уже двигаемся как команда, и они не сдаются, несмотря на то, что у нас там происходят сложности, несмотря на то, что там я не всегда там, ну, как бы там доволен происходящим, ну, то есть и в том числе и собой, потому что, ну, как бы, потому что от меня тоже исходят какие-то моменты, которые, ну, то есть там влияют на всю команду, вот, но точно мы двигаемся в одном направлении, в правильном. Ты кнут или пряник? И кнут и пряник. Стараюсь быть пряником, но иногда и упираюсь в то, что, ну, как бы пряник слишком мягкий становится. И как бы, и что-то как-то, ну, не все идет правильно, потому что, ну, как бы и нужно быть вот как раз-таки в балансе. Как в жизни ты должен быть в балансе, в гармонии, то есть как бы и в бизнесе тоже. Медитация, дыхание маткой. Ты знаешь, кстати, не практикующий медитацию, все советуют. Я очень хочу к этому прийти, чтобы начать медитировать. И понимаю, что, наверное, это будет, ну, как бы полезно, но как-то еще не пришел к этому. Вот, ну, как бы ставлю себе, ну, задачу там. А ну, это про этапы, которые ты говорил, помнишь? Да, тайминг, да. Мне кажется, вот как бы скоро он наступит, ну, когда мне это будет Может быть, и не необходимо. наступит. Может, и не наступит, да, но я скажу так, что до недавнего времени для меня медитация это была бег. Ну, то есть там я периодически, ну, там бегаю там полумарафоны и должен был бежать марафон, но все-таки не побежал. Ну, решил себя не насиловать, потому что не подготовился должным образом. Вот. И бег для меня вот, ну, то есть там длительный, где там полчаса, час, полтора. Ну, то есть там ты понимаешь, что это вот в этот момент ты можешь находиться сам собой и дышать как раз-таки, ну, то есть и порой отключаться, ну, то есть ни о чем не думать, или наоборот, бежать, что-то обдумывать, ну, как бы и находиться вот сам собой, вот. Ты знаешь, общаясь уже с многими людьми, абсолютно все люди из разных сфер, и для всех слово медитация имеет какой-то определенный смысл. Не обязательно сидя на коврике и улетая во Вселенную. Да. Это может быть абсолютно разный род деятельности. Кто-то медитирует, кушая пончик с утра с кофе. Это уже медитация. Кто-то, как ты говоришь, это бег. Поэтому, возможно, для тебя это просто какой-то определенный вид деятельности, не обязательно заземленный.
Ну да, возможно. Но вот Наверно, так. именно вот к такому спокойствию, где сесть, ну, как бы Это и скучно для тебя. мне кажется, да, что мой темп жизни, ну, как бы он не подразумевает под собой вот, ну, как бы я даже не помню, чтобы я такой мог себе позволить такой, ну, там, типа, полежать, ну, такой понаслаждаться этим, потому что есть двое детей, ну, как бы, и есть куча задач, вот. Но, не, на самом деле это все про дисциплину, и на самом деле ты должен просто сам для себя просто все это выстроить, и если ты считаешь, что, ну, как бы тебе это на данном этапе жизни необходимо, ты можешь найти время. Ну, как Мы бы, всегда находим время для того, чего действительно желаем. да. Главное, вопрос приоритизации, поэтому я вот на данный момент, наверное, как-то справляюсь со своими эмоциями, справляюсь со своими, там, не знаю, ну, там, с тем, что сейчас происходит, наверное, без медитации, но понимая, что масштаб — это большая ответственность, это большие риски. Ну, то есть, и на самом деле, я думаю, что это будет, ну, больше стресса. И, наверное, в какой-то момент я все-таки приду к тому, чтобы начать медитировать именно вот в таком спокойном состоянии какое-то время, потому что в какой-то момент, возможно, будет тяжело преодолеть стресс. Но, как сказал один классный, ну, бизнесмен, он говорит: слушай, я говорю, блин, у тебя там 100 там с чем-то там магазинов, ты там, не знаю, там путешествуешь по всему миру, там, знаешь, там, ну, ты не думал о том, что там уже продать свой бизнес, там, он говорит, слушай, говорит, ты знаешь, вот мне нравится, кем я сейчас являюсь, в каком, ну, типа, жизненном ритме я живу, в каком уровне стресса я нахожусь. Потому что, говорит, уровень стресса — это как раз-таки двигатель, ну, Кого-то чтобы... он бодрит. Да, и я такой, знаешь, вот примеряю вот обычно на себя вот чьи-то слова, и я такой вот слушаю его и прям понимаю, что вот да, вот то, что, о чем он говорит, это вот как раз-таки вот применимо ко мне. Потому что когда я понимаю, что на мне не висит достаточно, ну, типа, большое количество задач, я такой, что-то как-то скучно. Ну, типа, что-то как-то слишком все медленно. Ну, как одевая обувь не своего размера, знаешь, слишком маленький, Да, да. жмет. Нет, вот тут хорошо. И ты начинаешь набирать, потом порой перебор. Ты такой, оп, ну, типа, и начинаешь снова там как-то откатывать что-то, но вот точно понимаешь, что вот на каком-то уровне стресса ты должен постоянно находиться, чтобы двигаться. Вот. Поэтому, Что бы ты мог пожелать нашим слушателям от себя, которые, возможно, приехав сюда, как и ты раньше, устроились на работу в мувинг, да. еще куда-то, и вот они пока в таком состоянии находятся шоковом, как мы обычно приезжаем сюда, и все иммигранты. Что бы ты мог пожелать уже с такого, будем говорить, ты человек уже опытный довольно-таки здесь, прожил уже определенное количество времени, сделал какие-то выводы. Пожелай вот именно этим людям, как не потерять себя, как, возможно, открыть бизнес, как структурировать вообще вот эти все свои мысли в этот момент в своей голове и двигаться вперед. Я, наверное, понимаю, что, наверное, удача в жизни, она играет очень большую роль. Вот. И в какой-то мере понимаю, что мне тоже как бы удача помогла двигаться дальше. Вот. Поэтому, знаешь, что, как бы банально это не звучало, но я желаю удачи. А на самом деле, я так скажу, что про бизнес, ну, то есть, как бы, возможно, кому-то это не нужно. Ну, то есть, и порой люди, наверное, отчасти заблуждаются, что они хотят свой бизнес, а на самом деле они могут быть не готовы к этому. И их, наоборот, это может откатить, либо сломать, либо еще что-то, потому что они не готовы справляться с этим стрессом. Они не готовы жертвовать себя, потому что бизнес — это 24/7, 365 дней в году. Ты всегда думаешь о нем, ты спишь с ним, ну, то есть там ты ешь, ты общаешься, то есть, ну, как бы это огромный труд и огромная жертва. Ну, то есть, и поэтому немногие готовы собой жертвовать. Они хотят, там, не знаю, там, поработать с утра до вечера, а вечером, не знаю, заниматься какими-то другими делами. И это нормально. Ну, то есть, и это нормально, там, не знаю, проводить время там с детьми, там, отключиться от всего.
Ну, как бы, а бизнесмены — это люди, которые, им сложно это отключиться. Ну, как бы, ты всегда что-то обдумываешь там, ну, короче, сложно. В Сложно. потоке мыслей про бизнес постоянно. Абстрагироваться очень сложно. И я скажу так, что многим это, возможно, просто и не нужно. И поэтому для многих, возможно, стоит просто подумать о том, что не то чтобы они хотят там открыть свой бизнес, им просто, возможно, нужно адаптироваться в чем-то бизнесе и делать вообще бизнес в бизнесе. Почему нет? И я так скажу, что, наверное, если смотреть в разрезе какой-то масштаба какого-то, если бы я сейчас понимал, что я могу, допустим, к примеру, мне там 36 лет, и, допустим, сколько там я еще готов, допустим, активно заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, ну, вот активно-активно прям, ну, не знаю, сколько, лет 10, 15, ну, то есть потом я уверен, что энергии будет намного меньше. Ну, то есть, и, возможно, не знаю, уже не будет такого огромного желания это все пушить так, как сейчас, ну, как бы, потому что нахожусь, вот, понимаю, что сейчас я нахожусь на таком высоком уровне энергии, ну, наверное, в связи с возрастом также. Вот. И, возможно, за эти 10-15 лет я не приду к тому масштабу, к которому мог прийти, к примеру, благодаря, допустим, какой-то компании, которая могла бы сейчас, ну, быть намного масштабнее, которая сказала бы: Виталик, ну, давай, может быть, ну, там, типа, вот в разрезе нашей компании, нашей корпорации, ну, то есть там будем двигать там что-то дальше. И ты знаешь, я бы, возможно, и рассмотрел бы такой вариант, потому что таким образом, возможно, я бы именно, ну, там, типа, в разрезе своего личного эго, возможно, ну, типа, привел бы к чему-то, ну, это привело бы к чему-то большему. Вот. И поэтому те, которые приезжают сюда, Америка, да, это страна малого бизнеса, то есть, ну, как бы, малый бизнес здесь очень популярен, и люди не боятся там идти, там, не знаю, там, в небольшие магазины, небольшие шапы. То есть это у нас там, ну, как бы в наших странах там люди предпочитают, допустим, идти в большой там магазин Мгм. продуктовый, нежели там в какую-то лавку там соседнюю, потому что они понимают, что там сервис хуже, возможно, продукты там хуже. А здесь, ну, не факт. Здесь может быть маленькая, ну, как бы вот эта вот продуктовая лавка, она будет намного лучше, качественнее, чем большой, ну, магазин. И касаемо малого бизнеса, здесь тоже всегда есть возможности, вот, но надо смотреть просто, хочет ли человек действительно, ну, то есть справляться с этим, ну, то есть бороться, ну, то есть там постоянно с Мгм. этим, с новыми какими-то вводными, с новыми какими-то ситуациями. Поэтому всегда можно, возможно, найти команду, в которой хотелось бы работать. И, допустим, сейчас я вот смотрю в разрезе там своих сотрудников, к примеру, что если у кого-то есть амбиции для того, чтобы в дальнейшем, там, я не знаю, даже открыть там свой шап, или амбиции, там, не знаю, стать, ну, там, не знаю, там, не просто мастером, а там старшим мастером или там управляющим этого. Ну, то есть я уверен, что я смогу закрыть эти амбиции, ну, то есть помочь, ну, это будет взаимная помощь, win-win, ну, то есть, потому что таким образом я не потеряю этого сотрудника, ну, то есть, а он сможет привнести что-то в компанию, ну, то есть, и мы, ну, как бы, все, В коллаборации вы получите намного больше. да, намного больше результат. Вот, поэтому и главное найти такую правильную команду, найти правильных, ну, не знаю, правильных людей, правильную компанию, которая дальше растет, и где ты можешь видеть, что для тебя есть возможности. И не знаю, вот, наверное, все-таки стремиться, ну, короче, много работать, только труд, ну, только желание, оно позволит, ну, чего-то достигать. То есть, ну, как бы, сидя дома или находясь в каком-то окружении, где люди не хотят двигаться дальше, не хотят развиваться, не хотят выходить из зоны комфорта, не хотят, там, не знаю, расти, к сожалению, ну, то есть это окружение будет диктовать в том числе и твой рост. И поэтому, если хочется расти, развиваться, нужно искать новое окружение. Ну, это не мешает тебе общаться со старым, но искать окружение, с которым ты будешь расти, с которым ты будешь, в первую очередь, твой будет личностный рост,
а потом уже, ну, как бы и твоей, ну, не знаю, твоего роста либо в чем-то бизнесе, либо в своем. Вот, поэтому много работать над собой, потому что это, мне кажется, на протяжении всей жизни, ну, то есть мы всегда будем работать над собой, и это никогда не прекратится. Ну, не может быть такого, что ты такой, все, я достиг всех высот, то есть, ну, как бы я все осознал, понял. Нет, мы будем постоянно развиваться. Отлично, по-моему, сказано. Сегодня у нас было такое информативное очень интервью. Мы погружались не только в сферу бизнеса, и вообще, так скажем, поговорили приятно о жизни и конкретно о твоем личном опыте. Спасибо, что поделился сегодня с нами. Да, спасибо тебе огромное за твое дело. Не знаю, насколько получилось раскрыть сегодня все те темы, которые ты хотела, но я тебе желаю удачи, на Спасибо самом деле, большое. в твоем деле, потому что, ну, на самом деле, это тоже большой очень труд, и видно, что ты к нему подходишь настолько круто, потому что, ну, ребят, вы просто этого не видите, но здесь, ну, как бы столько оборудования, здесь настолько так все профессионально сделано, но я думаю, что по картинке это понятно, и это очень круто. Ну, то есть только с таким подходом, я думаю, что, ну, у тебя все получится. Всё Спасибо будет круто. огромное. Спасибо. Я тебе желаю процветания твоего бизнеса. Спасибо. Чтобы получилось все, как ты хочешь, чтобы тебя окружали только хорошие люди. Масштабируйся, расти, у тебя это прекрасно получается. Ну а вам, друзья, я желаю не бояться идти вперед и, как говорил Виталий, окружайте себя хорошими людьми, которые помогут вам расти в этой жизни. Не бойтесь признаться себе, кто вы есть, шагайте по жизни смело, и у вас все обязательно получится. Вот на такой, по-моему, позитивной ноте, и мы сегодня закончим наше интервью. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал Кристина и Успех, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и увидимся через неделю. Да, кстати, увидимся на радио. Услышимся. Всем пока. Пока-пока.